Так, давайте запишем еще одно видео. А, Опять же, совокуп двух индикаторов, то есть Gun Vibration и Gun Zone, да? Что мы видим вот здесь? У нас есть такое вот глобальное движение, да, если вот мы посмотрим, вот, то есть сверху вниз. Вот, мы должны рассчитать зону. Это наша контрольная зона. При проходе которой цена пойдет выше, либо при подходе которой цена развернется, да, это глобальная пусть будет, мы ее тогда назовем. Вот, и что мы видим? Цена закрывается выше первой вот этой вот зоны, она тоже считается глобальной. Вот так ее сделаем. Она тоже глобалка, только, ну, это как бы назовем 50%, да, вот так давайте сделаем. Вот мы видим, что ее прошли. Когда ее проходят, то есть это часовик. Когда ее проходят, нам нужно найти точку входа. Ну что делаем? На последнее движение натягиваем нашу линию. Вот. Что мы видим? Цена приходит к этой глобальной зоне. Плюс она обратно тестит нашу зону H1. И мы уходим на $42 вверх. То есть и наша как бы цель получается. Опять на последнее движение накидываем. Наша цель первая. Это вот эта локалка. То есть она уже считается локальной зоной. Это наша первая цель. И наша вторая цель вот здесь. То есть, видите, цена пришла, и сразу у нее пошла в откат вот на 17, да, долларов. Так, это локалка, мы ее вот так отметим. Эту локалку тоже отметим тонкой линией. Дальше что мы делаем? То есть, если посмотреть вот на час, да, эта свеча у нас открылась 8:00. То есть, для подтверждения точки входа, то есть, где войти, мы должны уточнить, что мы делаем. Так, мы сначала должны построить зону. Вот, да. Эту зону мы построили. И теперь, чтобы уточнить вход, мы должны натянуть на последнее движение, сделать расчет, и нам выдается, то есть зона Ганна 5-минутка и вибрационная зона. То есть это наша точка входа в сделку. Так, это у нас она локалка, да? Вот, то есть отсюда можно было тащить вверх. То есть первый тейк у нас по М5 у нас будет вот здесь. То есть мы можем построить зону М5. Вот она у нас. Видите, она будет у нас совпадать. То есть если точка входа здесь со стопом $3, то есть это стоп за вот этот вот лой. Все. Стоп $3, и мы ушли. Вот отсюда наш тейк $14. Также мы можем на М1 уточнить вход. Вот так, где он у нас был. Так, свеча открылась 8, вот, да, 8:43. Вот здесь вот, да, вот к низу пришли. То есть мы что делаем? Мы строим зоны. То есть вот мы видим, пришли обратно сюда. Вот, и смотрим. Так, пришли на лой. Эту свечу обновили.
Ставим сюда, сюда. Вот. Вот наша зона, откуда пошли в покупку, да? То есть то же самое. $3 стопа. То есть это так же, как и на М5. Все, в общем, четко. И уходим в buy. То есть первый тейк у нас будет где? Первый тейк у нас будет по М1. У нас будет здесь. Вот он, наш первый тейк. То есть после первого тейка сразу можно перевести в безубыток. Ну а по часу у нас первый тейк получается. Если вошли, первый тейк это $20, второй тейк 40. Вот. Ну то есть, как бы, что хочу сказать, что здесь можно, в принципе, ну, тянуть на любые движения, да. Нам главное что? Нам главное, чтобы у нас вибрационная зона совпадала с зонами гамма. И тогда можно искать входы. Вот, то есть как вот здесь вот, да. То есть, как мы вот строим. Вот у нас вот здесь. То же самое. Вот у нас вот здесь. Эта зона. Видите, они совпадают. То есть зона Гана совпадает у нас вибрационный. Как бы это подтверждение. То есть зона Гана разворотная, а это как подтверждающий разворот. Вот, то есть вы можете, ну просто вот натягивая, допустим, на движение, искать вот, да, вот эти вот, где будет совпадать зона Гана с вибрацией. Вот в этой точке получается, вот в этой точке начинать уже искать какие-то разворотные движения. То есть вот здесь вот также можно, да, поискать. Но здесь часовая зона, видите, она очень низко. То есть поэтому, ну, здесь желательно не искать такие вот движения. А так просто вот можно смотреть, где будет совпадать. Здесь не совпадает, значит мы не ищем здесь абсолютно. Нам это не нужно. Нам нужно именно там, где будут совпадать две наших зоны. Вот здесь. То есть переключиться также на М5, посмотреть, где вот произошло на М5, есть ли там такая зона, откуда можно продать. Давайте вот посмотрим. Всё. Так, это было какого числа? Так, 26 число, час ночи. 26, да, 26, вот час ночи. Вот оно, да, вот эта свеча открылась 26 в час ночи. То есть нам нужно найти разворот, где он будет. Вот мы берем вот это место и вот это. Ставим. Что мы видим? Вот. Зона вибрации, зона гамма. Все. Также это можно все подтвердить на М1. Просто сейчас уже я этого делать не буду. Вот, смотрите, да. Вот наш тейк. Это тейк наш по М5. Вот. В этой зоне. Сколько прошли? $17. В общем, все вот так вот, ребятки, работает. То есть ставим на последнее движение. Вот. Нас интересует последнее движение, глобальное движение. Вот, видите? Вот. С этого движения пошло вверх. Всё, вот так это работает. Давайте, всем удачи.